Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 28 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре на 28 декабря и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 28 декабря. Итак, друзья, давайте далее все более подробно в этом видео. Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского. Это православный монах, проживающий в XVI веке на Кольском полуострове. Он вел аскетическое существование, основал Печенский монастырь. Церковь почитает его в лике преподобных. Его житие было написано в XVII веке на основании записей, хранившихся в Печенском монастыре. Святой Трифон в миру был Митрофан, был сыном священника в городе Торжок, Тверская область. Появился на свет в июне 1495 года. С детства отличался крепким здоровьем и богатырской силой. В юности работал у местного боярина, потом поступил на военную службу, после чего стал предводителем шайки разбойников, наводившей ужас на простых людей. Однажды в порыве ярости убил свою возлюбленную и, осознав, что он сделал, сильно раскаялся и ушел на Кольский полуостров. 5 лет Митрофан скитался по диким лесам, пока не встретил Феодорита Кольского, прибывшего в эту местность с целью обратить язычников в христианскую веру. Несколько лет они совместно трудились, и, несмотря на яростное сопротивление со стороны местных колдунов-нойдов, смогли добиться успехи в своей деятельности. В 1532 году Трифон основал монастырь во имя Святой Троицы. Скончался святой в возрасте 88 лет. 15 декабря 1583 года, незадолго до кончины, он предсказал братьям своего монастыря разорение обители и смерть от меча. И действительно, через 6 лет монастырь был разорен. Его насельники, помня запрет Трифона устраивать побоище в храме, приняли смерть, стоя на коленях за молитвой. На Руси святого почитали как покровителя моряков. Ему молятся в случае опасности, прося защитить. Еще в этот день, 28 декабря, вспоминает священномученика Стефана, который был родом из Каппадокии, Малая Азия. В Константинополе он получил прекрасное философское образование, но решил не заниматься мирскими делами. Он удалился в пустынное место, где несколько лет провел в подвигах молитвы и поста. Позже его поставили на пост епископа города Сурож, нынешний Судак в Крыму. 5 лет святитель Стефан провел в неустанных пастырских трудах, в результате чего многие иноверцы и язычники присоединились к церкви Христовой. При правлении императора Льва и Савра Стефан стал ярым защитником иконопочитания, за что был жестоко избит и на долгие годы был заключен в темницу. Позже святителя освободили и вернули на кафедру. По кончине святителя от его мощей стали исходить чудеса и исцеления. А варяжский князь Бравлин во время похода в Крым был настолько поражен чудесами, происходящими у раки святителя, что уверовал и принял крещение. Также, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается рождественский пост. Ну а теперь давайте вернемся к народному календарю на 28 декабря. Итак, 28 декабря наши предки называли в народе этот праздник как День Трифона, Трифонов день, Стефан или Заря в рукавицах. Вы знаете, в этот день преподобному Трифону уделяли особое внимание. Дело в том, что он считается покровителем моряков, потому в случае опасности именно к нему взывали за помощью.
Поэтому люди, профессии которых были связаны с морем, 28 декабря шли утром в храм и покупали 3 свечки. Первую ставили преподобному Трифону, вторую за упокой погибших в морских пучинах, ну а последнюю за собственное здравие. Поэтому, если в вашем окружении есть моряки, обязательно постарайтесь в этот день сходить в храм и купить 3 свечки, провести вот такую вот практику. И в народе верили, что если провести вот именно такой вот ритуал, то Трифон будет покровительствовать в течение года, обязательно оберегая от всех бед. И наши предки верили также, что именно в этот день, 28 декабря, Солнце уже постепенно побеждает нечистую силу. И этим днем принято было раздавать ненужные теплые вещи неимущим людям и угощать обязательно нищих. Также сегодня прекрасный день для получения новых знаний и профессии, учебы, работы. Также на Трифона принято было когда-то и нанимать работников. Но знайте, что если в этот день вы устраиваетесь на новую работу, знаете, что по народным приметам для вас новая работа или новая подработка привлечет вам действительно деньги и прибыль. Также 28 декабря нужно сделать и повесить кормушечку для птиц, не забывая их подкармливать. Тогда считается, что весь следующий год вам будет сопутствовать удача. Как мы уже сказали ранее, длительность дня начинает по чуточку увеличиваться. И в древности считали наши предки, что день становится длиннее, потому что на Землю попадает солнечный свет. По народным верованиям на Трифона начинает сдаваться нечистая сила, и победить нечисть помогает Солнцу его слуги Зори. Народ очень хотел, чтобы солнечные лучи поскорее справились с зимней стужей. Для этого рано утром выносили горящие угли и высыпали их на снег. Считали, что это поможет отогнать злых духов. Славяне с древности считали зори сестрами солнца. Верили, что существует 2 зари – утренняя и вечерняя. Они неотступно следуют за небесным светилом и верно ему служат. Утренняя заря на небосклоне встречает сияющее божество и подводит к нему белых коней, впряженных в колесницу. Вечерняя принимает у солнца коней и провожает его на покой. Согласно славянским представлениям, зори окрашивают небо в красивый розовый цвет, укутывая его волшебным покрывалом. Это покрывало придется на чудесной небесной самопрялке, которая изготавливает чистое золото. Верили, что порой можно увидеть спускающиеся с неба золотые и серебряные нити. Эта прялка придет в волшебную ткань. Также наши предки обращали внимание на погоду и говорили, что обычно 28 декабря погода стоит морозная. Говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает. Еще в этот день нанимали на работу батраков. Ну, а если в этот день красная заря, то, знаете, она предвещает сильный мороз. Синички утром сильно чирикают, это к похолоданию. Кошка в дом просится, это к морозу. Ну, а если ветер северный в этот день, это к холодам. Если день морозный, малоснежный, то хороший урожай злаковых будет. Ветер сухой снег разносит по окраине к засухе. Какая погода 28 декабря, таким и март будет. Так что обратите внимание. Глубокие сугробы к теплому, но не жаркому лету. Ну а солнце в тучу садится к бурану. В лесу деревья трещат к сильной стуже, в затопке уголь сам загорается к морозам, и не на деревья к урожаю овса, на поля гладкий снег к неурожайному году. Обращаем ваше внимание, что человек, рожденный 28 декабря, по знаку зодиака Козерог. Эти люди очень деятельны, отличаются жизнерадостностью и оптимистичным нравом. Их неиссякаемая жизненная энергия и сила воли позволяют всегда добиваться желаемого. Ну а в качестве талисмана им подходит рубин. Этот камень помогает достичь поставленной цели. Он развивает в человеке уверенность в своих силах и лидерские качества.
Ну а если ваш день выпал на Трифона 28 декабря, то знайте, что вам полезно носить ювелирные изделия с рубином. Следует учитывать тот факт, что этот драгоценный камень может стать мощным оберегом лишь для тех людей, которые отличаются добротой, искренностью, защищая их от сглаза, клеветы, отпугивая врагов и недоброжелателей. Жестоким и алчным личностям он, напротив, только усилит их негативные черты характера. Обратите на это внимание. Что же касательно снов, то сон, увиденный в ночь с 27 на 28 декабря, обычно говорит о том, как складываются отношения с противоположным полом. Даже если кажется, что все идет хорошо, стоит обратить внимание на этот ночной сон. Поэтому, если сон, приснившийся ночью, оставляет вам приятное послевкусие, значит все благополучно и подвоха ждать не стоит. Если вы в настоящее время одиноки и ищете вторую половину, хороший сон, приснившийся вам в эту ночь, предвещает важную встречу. Ну а если в ночь с 27 на 28 декабря вам снится что-то неприятное, даже если вы не можете точно сказать, что вам во сне не понравилось после пробуждения, на ваши отношения стоит обратить внимание и откорректировать ваше поведение. Возможно, избранник не говорит, что ему что-то не нравится. Вовлеките его в честный разговор и выясните, что не так. В противном случае отношения в ближайшее время окажутся под угрозой. Что же можно было делать в этот день, 28 декабря? Вы знаете, на Руси этот день называли Трифон, заря в рукавицах, и считалось, что с этого времени нечистая сила начинает отступать перед солнцем. День начинает становиться длиннее, а ночи, соответственно, короче. Ну а чтобы помочь солнцу отогнать злых духов и нечисть, наши предки ранним утром выносили горящие угли на снег. Также 28 декабря было принято давать милостыню нищим, например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Кроме того, бедняков было принято угощать едой у входа в церковь. Ну а что же нельзя было делать 28 декабря? В Трифонов день запрещалось злиться на кого-либо. Люди старались сдерживать эмоции, не сквернословить и не драться. Кроме этого, в этот день нельзя было жаловаться на стужу. Считалось, что иначе здоровье будет слабым. Ну а чтобы укрепить себя, важно сохранять бодрость и веселое настроение. Тогда мороз наградит обязательно крепким здоровьем. Считалось, что 28 декабря нельзя ссориться и драться, даже если это делать в шутку. Также сегодня в этот день запрещено было жаловаться на холод и ходить в лес. Можно не вернуться. День считался неподходящим и для похода в гости. Лучше провести его дома с родными людьми. Поверье гласит, что отправившиеся в гости будут вынуждены уехать надолго и далеко от семьи. Не советуем заниматься и ответственной работой в этот день и начинать новые дела. Считается, что не будет успеха. А вот свободной девушке нельзя сегодня много смеяться, потому что попадется муж, с которым наплакаться придется. Старикам нельзя вытирать одним полотенцем с молодыми, чтобы не забрать здоровье и красоту. Народные приметы и предупреждают, что супругам, у которых еще нет своих малышей, нельзя 28 декабря, когда отмечают День Трифона, делать деткам подарки. По поверью, у пары, которая нарушит запрет, дети так и не появятся, и будет муж с женой доживать свой век в одиночестве. Если же 28 декабря позвали на день рождения к ребенку, то лучше ему подарить деньги. Тогда дурная народная примета считается, что не сработает. Также нельзя 28 декабря высказывать недовольство погодой. Это чревато ухудшением здоровья. Сегодня важно радоваться и снегу, и метели, стуже, так и дождю. За все нужно благодарить природу. Помните о том, как в фильме «Служебный роман» у погоды нет плохой погоды. Любая погода – это Божья благодать. Поэтому благодарите. Также не стоит в день Трифона ходить в лес. Оттуда можно и не вернуться, поскольку стужа все дорожки заметет, и чтобы путник дорогу домой не смог найти.
Не рекомендуется 28 декабря и походы по гостям. Лучше пусть каждый остается дома с семьей в родных стенах, иначе в будущем придется не по своей воле много странствовать и находиться вдали от своих любимых людей. Не нужно в день Трифона заниматься важной работой, она будет безрезультатной, особенно если она связана с умственной деятельностью. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя утираться полотенцем старикам после молодых. И вообще в вашей жизни у каждого в доме должно быть полотенце как для рук, так и банное полотенце. Обратите на это особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 28 декабря по народным приметам и по церковному календарю. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.